Приветствую, дорогие девы. Кто сейчас вас окружает? По рыцарю жезлов вы сейчас олицетворение силы трансформации, трансмутации, изменений. Здесь, возможно, идет какая-то работа ваша со своими тенями. Может быть, это какое-то непростое эмоциональное состояние. Вы проживали какое-то время, или, может быть, даже сейчас. И сейчас вы подсознательно или уже сознательно, даже через действие, потому что жезлы, да, у нас про действие, ищете выход из, из тьмы. Вы ищете свет, вы ищете силу, энергию. И по рыцарю жезлов вы их найдете, вы их поглотите, вы наполнитесь ими. А может быть, вы здесь даже сами станете м, олицетворением этой молнии, которую, как гром среди ясного неба, которая раз и все поменяла, раз и вы очистились, избавились от каких-то переживаний, от сложных ситуаций. Одним днем раз и ситуация развернулась. Потому что молния, ну если мы берем, вспоминаем физику, да, молния ищет путь наименьшего сопротивления, хорошее место для удара. Вообще еще рыцарь жезлов — это творческий огонь и страсть. Это пламя какой-то оригинальности, необычности, не стереотипности. Это мощный источник творческой энергии. Но, но он еще и хранитель вашей энергии. И это то, что еще может показывать, что вы знаете. Вы сейчас уже знаете свои теневые стороны, свои тени. И вы можете ими жонглировать. То есть вы можете ими управлять. И по рыцарю мечей, который идет следом. Рыцарь мечей здесь символ солнца. И золотой свет излучается и струится от него. То есть вы из тени, вот проработав свои тени, свои сложные ситуации, выходите в свет. И даются знания, да, то есть это ментальный уровень. Открывается какое-то знание. Потому что знание — это сила. Знание двигает дальше, дает направление энергии к тому, чему вы хотите. Это быстрые какие-то решительные действия, мужественные, праведные поступки. И еще по рыцарю мечей вы отпустите все, что вам не нужно. Вы как будто здесь и сейчас или какое-то время до проводили ревизию, что беру с собой дальше, что не беру с собой дальше. И вы признали какие-то свои тени. Зная свою тень, да, мы становимся сильнее, да, мы можем больше источать свет. И вот этот переход, когда, да, я знаю, что у меня это есть, свет вот такой, да, но есть еще и другая сторона, это медали, солнце, которое может освещать. И сейчас вы этот свет направляете вовне. Может быть, борьба за свое, но за правое дело. И если это борьба, то вы придете к победе в любом случае. Если это не борьба, то шестерка жезлов говорит про то, что если вы обладаете знанием, если вы уже здесь получили знания о себе или о чем-то, то вам нужно его дать вовне, потому что накопление знаний а, подобно накоплению драгоценных металлов, занудству, и это глупо, потому что знания, как и богатство, предназначены для использования. Сейчас вам будет достаточно знаний для того, чтобы использовать их для своей победы, для завоевания новых вершин. Потому что здесь изображен архангел Михаил. И его имя обозначает тот, кто подобен Богу. То есть вы становитесь подобными Богу, дитя Бога. И архангел Михаил, если идти к архетипу, да, он воин, командующий армиями Бога. И вы готовы, вас как бы сама Вселенная какое-то время готовила к тому, что вы готовы возглавить что-то, да, даже взять ответственность за свою жизнь и идти вперед, потому что вы сейчас знаете, ну, и про себя, да, все, как бы вы видели оборотную сторону Луны, вам известно и свет, и тень, и вы можете быть и там, и вам этот выбор, он предоставлен. И еще по шестерке жезлов это период, когда вы, может быть, еще продолжаете сражаться со своими демонами, и карта говорит, да, продолжайте и побеждайте, потому что вам стоит и вам нужно встретиться со своими страхами лицом к лицу. Боритесь с тьмой светом. Кто смотрит, он сейчас находится на пути, да, уже на выходе. То есть дверь открыта, и вы уже в нее входите. Вот это переломный момент, когда уже вы много что знаете, вы много что умеете, вы умеете обуздывать свою энергию, в то же время вы можете молниеносно менять свою жизнь. И с вами ангелы. Что несет февраль в финансовом плане? Да? Какие? Давайте так вот я сейчас спрошу. Канал материальных благ какой сейчас? Ну, сейчас вы в неком замешательстве на тему денег. Либо вы не знаете, где взять, либо куда вложить. Да? То есть здесь карта говорит, что пока плана четкого нет, чего-то не хватает, какого-то пазла, либо не хватает ресурсов для того, чтобы получить какой-то первый, самый изначальный, первоначальный плод ваших действий.
По двойке мечей это может быть еще, что пока вы были под властью теней, пока вы выбирали и смотрели свои какие-то, не знаю, может быть, обиды, либо какие-то потери, вы не могли ясно видеть свой путь вперед. И вот сейчас Луна разворачивается, и по вот этой карте, да, то есть у вас появляется шанс, то есть ваше состояние внутреннее ваше решение транслировать в том числе и на финансовую сферу. Ну, и давайте посмотрим, что принесет февраль девам. Так, ух ты, 2 туза. Ну, февраль принесет прорыв после достаточно долгого ожидания либо покоя, либо замороженности, да, какой-то, либо вакуума, паузы в жизни, когда ничего не происходило, либо когда вы были в таком состоянии, что нет сил реагировать на что-то, нет сил что-то делать. 2 туза врываются, да, в вашу жизнь. Туз пентаклей, ну, это материя, да, это только начало, зачаток, но это самая денежная, одна из самых денежных карт колоды, и она говорит, что ваши дары, ваши желания будут исполнены. Уже все близко, уже на пороге. Ваша какая-то идея, ваше какое-то начинание, то, о чем вы думаете, точно принесет успех. Единственное, здесь важно по тузу пентаклей, потому что пентакли у нас материальные, важно фиксировать что-то документально. Например, от написания плана, да, четкого планирования, получения какой-то печати, да, документа какого-то на право деятельности, либо подписания договора с новым работодателем на себя переводиться. Но здесь идет то, что вы вкладывали раньше, даст результат, благословленный богами, вам свыше дают, да. И ваша идея будет вознаграждена. Ну, может быть, здесь еще проиграться, что нужно, ну, например, купить инструмент, да, чтобы клад откапывать. Для того, чтобы этот туз пентаклей заиграл полными красками и включился. То есть туз пентаклей может требовать помимо документальной какой-то работы, например, самое простое, да, запланировать, распланировать свои доходы до, ну, например, что-то купить. Да, то есть какой-то инструмент, либо там рекламу оплатить, либо что я переводиться на свою деятельность. Но здесь в материальной сфере вам идет благословение свыше, божественного, от божественного большой привет. А, Ваш период ожидания, период скрытой какой-то трансформации, медитативный, может быть, период закончился, вы выходите в свет. У нас рыцарь говорит, что вы уже в маску солнца одели, да, вы начинаете светить туз пентаклей. И здесь еще 2 туза, да, то есть это точно какое-то начало. Если вы планируете что-то начинать, что-то запускать, то абсолютно точно да. Эта идея, ваше новое начало, ваш проект принесет колоссальный успех. А что еще? Мурашки. Знаете, здесь такая информация идет, что вы как будто вграживаетесь от отношений. Ну, давайте так, да, для тех, кто в паре, у вас какое-то есть желание отгородиться, ну, либо отгородить свою финансовую сторону, либо свою деятельность, да, там, свои планы, не показывать партнеру, потому что ну, от жесткой критики, может быть, да, ну, какой-то холодность, то есть нет той эмпатичности, той реакции эмоциональной на какие-то ваши идеи, либо на ваши планы у вашего партнера. Может быть, если это мы говорим, допустим, про бизнес-партнера, да, то тоже желание просто, может быть, выйти из партнерства, либо как-то все переделать, переиначить, выстроить стену, либо это отсутствие, может быть, поддержки в финансовом состоянии от вашего мужчины, мужа или жены, да, мужчина переворачивается на себя. Если нет партнера, да, если вы свободны, то здесь может быть, что это выбор, да, то, что вы сейчас в финансовом вашем плане, в вашей финансовой сфере выбираете холодный расчет, четкое планирование, где-то может быть жестокость даже, да, по отношению к каким-то затратам, либо к тем, кто потребляет эти ваши затраты, ваши ресурсы. И выбирается просто отстраниться, выстроить стену для того, чтобы пойти вперед. Но это непросто. Мгм. На что стоит обратить внимание? Стоит опасаться, остерегаться нечестности. Ну, если вы в партнерстве, например, какой-то бизнес, да, старайтесь в феврале месяце проверять все документы, даже то, что написано мелким шрифтом, по тузу пентаклей, да, для того, чтобы получить. Потому что, возможно, кто-то захочет присоседиться к вашей удаче, к вам, да, и обманным путем, либо хитростью что-то экспроприировать, что-то забрать у вас. Либо и вот здесь, уж если выстраиваете, да, какую-то защиту, то и для этого своего состояния, и для своего начинания. И здесь еще, если вы будете какой-то выбор делать, проверяйте все. Прям важно. Я знаю, дело вы очень скрупулезны, педантичны, и документы проверяете хорошо, но вот напомню, что важно вам читать от А до Я, да, все, что мелким шрифтом, все, где какие-то есть моменты, где там туман наведен,
сформулируется иначе, переделывается, если какие-то вот договоры подписываете. Опасайтесь, остерегайтесь делать выбор на неточных данных каких-то, да, то есть тоже здесь перепроверяйте сами. То есть вам, допустим, принесли, рассказали что-то, возьмите все проверьте, особенно если вы вкладываете деньги. Ну и карты говорят, что ваш выбор, несмотря на вот такую опасность, которая может быть в виде обмана, либо там воровства, например, идей в том числе, вы уже в феврале можете увидеть стабильный результат того, что вы начнете. Если вы начнете, да, если не будете ждать, как вы, или впадать в состояние, которое уже в прошлом для вас, да, с которого вы вышли, не оборачивайтесь, идите, держите ваше состояние, вот по тузу пентаклей, вот прям изо всех сил свое, да, что бы ни происходило, возвращайтесь в него, потому что состояние делает состояние. Дальше. Императрица. Вот мы говорим про стабильность. Ух. И, по-моему, вам уже выпадала эта карта в раскладе на январь. Интересно, да, что какой конец, какой итог в феврале вы можете достичь. И здесь императрица — это рок изобилия, это плодородие, это получение колоссального какого-то статуса, материальных благ. Это когда уже вот это состояние «я хозяйки», оно стабильно, оно уже имеет под собой основание. То есть вы, в принципе, за месяц от начала, да, от какой-то идеи, благодаря удаче и помощи божественного, можете уже хорошо очень двинуться вперед и получить уже реальные какие-то плоды. И главное, что сможете их удержать. И это состояние «я хозяйка», состояние императрицы, состояние владелицы империи, состояние изобилия ваше, оно вам будет на долгий период времени дано. То есть вы его сможете удержать по старшим арканам. Это первые старшие арканы в этом раскладе. Это будет что-то значимое, это как веха судьбоносная. И вы это удержите. И вы придется... Это состояние поможет вам прийти в баланс. Да? То есть если еще какие-то останутся внутренние сомнения, внутренние метания, то вы здесь точно абсолютно достигнете баланса. Ну и опять это либо какой-то договор, если мы берем финансовую сферу, да, то есть это может быть заключение договора выгодного, соглашения, например, длительного, да, который будет это все питать, там, работа. Ну, а может быть, вообще это получение, например, да, оно идет через мужчину. Мгм. Ну, либо вы еще, ко всему прочему, да, в этом состоянии находясь, встретите мужчину, союз брака здесь, пожалуйста, вам, да, дом, полная чаша. То есть это когда уже такое наследие родовое. Может быть, здесь еще как вариант вы какой-то подарок получите, либо как наследство. Ну, в общем, прекрасный расклад на февраль для дев, прекрасные возможности. Вам главное, да, выйти из вашего состояния анабиоза, ожидания отложенной жизни. Вот я сейчас это сделаю и потом. Нет, не потом, сейчас. В вашу жизнь уже врываются перемены. И дается огромный шанс поменять свою жизнь просто кардинально. Да. Если вообще начинали с финансового плана, где вы сейчас не знаете, что, куда пойти и что делать, да, нет четкой ясности, то здесь, пожалуйста, сами видите. И я вам желаю, чтобы ваше финансовое благополучие вот выросло столько, во сколько вы хотите, как показывают карты, что все прекрасное, что здесь выпало, оно проигралось для вас. Отношения. Ну, такое ощущение, что у вас сейчас закончился один этап. Давайте так, я буду и так, и так. То есть для тех, кто в отношениях, у вас ам, такое обновление отношений идет, восстановление отношений, выход на новые горизонты, выход за границы. Вот, например, вы 10-15 лет вместе или больше, да, и вы не могли себе представить, что такое возможно, в принципе, между вами, и, в принципе, через такой промежуток лет, когда вы вместе. Здесь выход на абсолютно иной уровень отношений. Если вы одна или один, то период одиночества ваш подходит к концу. Вы как раз выходите в тот период, заходите, где вам встретится ваш партнер. И здесь это такой достаточно осознанный выбор, потому что здесь не только там химия будет играть роль, но и мировоззрение. Здесь будет выбор партнера по мировоззрению. Ну, либо для вас, например, да, это важно. Что ждет, что ждет всех в феврале в плане отношений? Так, 200 пентаклей. Несмотря на то, что есть сейчас недовольство, либо вы устали, да, то есть устали, например, первый идти на контакт после конфликта, налаживать отношения, держать отношения. Есть какая-то усталость, да, что вот у меня есть ключ, но я его даже на него смотреть уже не хочу. У меня нет душевных сил. И
В феврале эта ситуация, она, ну, возможно, до середины, тут сложно сказать по знакам, да, то есть либо вы будете подходить к точке кипения, то есть точка кипения в феврале, вот этой усталости, невозможности находиться в отношениях, нежелания находиться в отношениях, она будет достигнута. Еще здесь может быть, что вы начнете говорить про то, что вам что-то не нравится. Вы будете учиться говорить партнеру а, словами, а он будет учиться вас понимать, что вы, например, устали, что вы устали вести все на себе, что у вас там какое-то выгорание, да, и вам нужен отдых. Вы проживаете кризис. Да, по пятерке это кризис. Кризис, который может быть связан в том числе с материальным быт или материальные какие-то ситуации замучили. И вся романтика, вся любовь куда-то улетучилась. И здесь интересно, да, что все пентакли, то есть в отношениях будет важна материя. То есть это и тактильность, и финансы, и ну, какие-то совместные действия, например, да, которые там дети в том числе приводят. Но вы выйдете, вот в феврале вы из этого кризиса выйдете. И вы как бы, будто покажу пентакли, уже пытаетесь из него как-то выходить, находить какие-то дороги из этого состояния. Ну, а по десятке пентаклей вы получите больше, чем сейчас вы в своей пятерке можете увидеть. Да, то есть сейчас ваше состояние, что нет конца и края, когда же это кончится, и просто уже, ну, сил нет. А по десятке, то есть вы из кризиса сразу попадаете, перелетаете в духовное материальное богатство, в щедрость, в процветание, да, достаток, ну, наследство, может быть, еще у кого-то проиграется. Что еще? Но вы сейчас себе возвращаете вашу силу, силу духа, женскую силу, силу, может быть, кто-то физически, например, собой занимается, да, красоту возвращаете, вашу женскую силу, вашу суть вы м, поднимаете и будет являться миру совсем в другом обличии уже в феврале. Вы сейчас проходите период, ну не сейчас, а в феврале вас ждет период исцеления, именно в теме отношений, период, когда старое перестанет на вас влиять. Даже если физически мало что поменяется, там муж останется тем же, семья, да, либо ситуация какая-то, которая вас сейчас тяготит, не до конца разрешится, но вы найдете внутренний баланс, вы научитесь исцелять себя не только и духовно, и физически. То есть у вас сейчас идет такой период, когда вы в отношениях все-таки переведете фокус на себя. Да? То есть я есть, и есть он, и есть отношения. Или кто один у вас, ну, все то же самое, да, только просто фокус на себя от каких-то других вопросов. Но сейчас вам реально тяжело. Может быть, кто-то действительно расходится, разводится и уходит, и переживает. И кажется сейчас, что ну, всё, жизнь закончилась, да, то есть после развода жизни нет, после расставания жизни нет. Но нет, вы найдете и ресурсы, и вам, и Вселенная, старшие арканы. То есть это то, что должно было произойти. 2 старших аркана — это, опять же, да, про судьбоносность, про неизбежность каких-то вещей. И вам, может быть, этот опыт был дан для того, чтобы вы, наконец, посмотрели в себя, уделили внимание себе, своему "я", своей женской сущности, своему внутреннему ребенку. И увидели свой внутренний свет, да, и разблокировали этот внутренний свет. И что потом? Ой, у меня прям мурашки, мурашки. И потом это как молния, идет резкое изменение, трансформация, опять старшие арканы, смерть императрицы и туз мечей, новое начало. Вы здесь совсем в другом виде предстаёте, и здесь императрица заканчивается. То есть что по финансам, да, у нас выпало, что здесь вот состояние императрицы, оно вас сопровождает в феврале. И это будет так. То есть вы войдете в свою силу духовную, вы откроете свой свет, вы начнете его проявлять, вам будет без разницы вообще на то, кто что скажет, кто что думает. Вы просто будете светить. На ваш свет придут те люди, то окружение создастся, появится, которое будет этот свет поддерживать. Вы вернете себе свою физическую красоту, свою силу и станете настоящей императрицей, как в духовном, так и в материальном плане. Я вам этого искренне желаю. И на этом я, наверное, закончу расклад, потому что это просто прекрасно, когда и в отношениях, да, у нас, и в финансах выпала императрица, и вы, по сути, приходите в разных сферах к одному состоянию, к единению, целостность. Вам возвращается ваша целостность. И, дорогие девы, я вас благодарю и желаю вам, чтобы все хорошее проигралось, всего расклада, все, что вы себе берете, берите. Всех благ вам и добрый путь.